Всем привет! Вы на канале про доспехи. В этом видео я буду делать шлем по мотивам бацинета, найденного в Украине. Да, это типично европейский шлем, который найден на нетипичной для него территории. Однозначно завезенный сюда, а не изготовленный в этих краях. Для производства такого шлема требовалось передовое по тем меркам оборудование и целая школа доспешников, которые смогли бы наладить процесс производства. К тому же защитное вооружение всегда подстраивалось под методы войны, а в те времена воинам территории нынешней Украины нужно было противостоять половцам, ордынцам, татарам. В конце 14 века территории Украины были в составе Великого княжества Литовского. Киевщина все же была рубежом от Орды. Военные конфликты Великого княжества Литовского и Золотой Орды, а затем одного из ее наследников, Крымского ханства, начались еще в середине 13 века, с момента появления обоих государств. Оригинал шлема находится в коллекции Евгения Гридунова. Ссылка на его группу в Фейсбуке в описании к видео. Эта коллекция насчитывает множество различных мечей, сабель, а также элементы доспехов как европейского типа, так и славянского, восточного и японского. А пока вы смотрите, как я делаю шлем, предлагаю послушать одну историю. Шел 1392 год. Генри на гнедой кобыле, щурясь от летнего солнца, всматривался в горизонт холма. Кажется, никого. Небольшой отряд в 30 человек держал путь в город Киев. Десяток верхом, остальные пешие и две повозки растянулись по вытоптанному тракту. Покинув Богемию много дней назад, путники уже почти добрались до своей цели. Как говорит местный проводник, еще немножечко и почти приехали, сударь-рыцарь. Вот то за теми лесами уже недалече рукой подать, прям рядом уже. Вот только это недалече еще 3 дня назад было. Да только пришлось крюк делать. По слухам, золотоордынцы на запланированном пути деревню разграбили, и там же дальше промышляют. Генри решил эти места стороной обойти. Жаль, что бывавший в этих краях дядя Радослав не смог поехать. Пришлось идти по карте, но из-за смены маршрута решили нанять местного молодого парня Братислава проводником до Киева. Постукивание телеги прервали мрачные раздумья Генри. В сундуке, аккуратно перемотанные в промасленную ткань, лежало 100 клинов. Заготовки для будущих мечей. Качество богемских оружейников ценили и уважали даже в таких далеких землях. В Киеве ждали это оружие. Ягайло, король королевства польского, активно помогал своему брату Владимиру Альгердовичу, который в тот момент был князем киевским. Земли эти часто грабили золотоордынцы, что, конечно, не нравилось королю. Поэтому специальным распоряжением была оказана помощь местным воякам. Неожиданно Генри понял, что на холме вдали бездвижно стоит фигура всадника. Островерхая шапка и низкорослый конь сразу выдали в нем степняка, из тех, что устраивают набеги на местные города и деревни. Это означало, что успешное завершение миссии в опасности. Как обычно, в таких случаях Генри оставался максимально спокоен. Он уже свыкся с мыслью, что когда-нибудь его убьют в боевой стычке, так зачем переживать? Поэтому сейчас он быстро решал, как выполнить поставленную задачу. По одному степняки не ходят. Это или один разведчик, или малочисленный отряд. Всадник еще не мог увидеть повозки с ценным грузом, так как они скрыты за кустами и еще не выехали на просматриваемую местность. «Стефан, отстегивай забрало от шлема. Сейчас будем гнать этого черта. Мне не нужно, чтобы эта железяка мешала видеть. Ульрих!» Это он обратился к старому вояке-ветерану. «Без меня будешь за главного. Задача: клины должны быть у Владимира в Киеве кровь из носу. Ты понял? Бери свой десяток и коней». Ульрих мрачно кивнул и начал быстро запрягать в телегу с клинами самых выносливых лошадей. «Сударь-рыцарь! Сударь-рыцарь!» Это Братислав тоже увидел всадника. «Смотрите! Вон еще всадники на холме!» «А у мальца отменное зрение», — подумал Генри. «Это, похоже, они спалили хутор в соседней от моей деревни». «Точно они! 2 белые лошади и десяток черных! Они в наших краях уже месяц крутятся. То на купцов нападут, то деревню разграбят. Девок наших обесчестили, но хоть живыми отпустили. Вроде окромя о той дюжины не было бусурман. Когда не отдали 3 месяца назад, больших набегов не было». «Ульрих, слышал? Ты со своим десятком и клинами в Киев, но так, чтобы с холма не было видно, а мы этих рубить будем. Если кто-то сбежит, нельзя, чтобы они даже заподозрили, что у нас есть что-то ценное. Наверняка где-то рядом большой отряд есть. Остальные отработаем узкоглазых на живца. Стефан, Милош, Кристоф, одевайте платья и кокошники, что мы для бояр не везем. Вон те вышитые, что на солнце блестят. Милош, ты чё вылупился? Ради короля ты не только в девицу переоденешься, а еще и соблазнишь наших восточных друзей. У вас троих еще ни бороды, ни усов, точно краше ихних баб будете». Вся троица неохотно начала переодеваться. «Побыстрее, черт вас дери! В девиц они стрелять не будут, а догнать мы их не сможем. Сделайте вид, что увидели всадников, перепугались и начнете бежать в нашу сторону. А мы тут в кустах в засаде будем. Главное, заставьте их спешиться. Марик,
Купцом заможным прикинешься, поедешь на телеге с девицами. Они заподозрят, если девки сами на телеге поедут. Братислав, покажешь Ульриху дорогу через лес, крюк сделаете и на Киев, отвечаешь головой. Все готовы?» Парни быстро залегли в засаду, приготовив арбалеты, топоры и мечи. Было понятно, что никому нельзя дать сбежать. Точно приведут подмогу. А конные разбойники очень мобильные и могут догнать повозки в 3 счета. Генри отдал Марику, уже седоватому сержанту, вышитый камзол с начищенными пуговицами для пущей убедительности. Теперь он и 3 девицы выглядел то ли как сельский староста на пути на свадьбу, то ли богатый купец на телеге. Топоры и кинжалы спрятали под одеждой, чтобы легко было выхватить в самый последний момент. Нужно сказать, что с момента, как был замечен всадник, прошло очень мало времени. Все были проверенными воинами и понимали ценность мгновений и необходимость быстрого выполнения приказов. «Все, парни, начинаем вертеп», – тихо сказал Генри, дождавшись, когда повозка с главной ценностью скроется в лесу. Стефан ради пущей убедительности достал зеркальце и жеманно поправлял кокошник на голове. Издали и впрямь девица красная. Всадники вдали на холме заметили приманку, и было видно, как один из них отдал приказ двигаться к телеге. Они сразу перешли в галоп и понеслись по склону. Проехав еще немного, Марик с девицами как бы заметили опасность и, выпрыгнув из повозки, побежали к лесу, где была подготовлена засада. Добежав до условленного места, Кристоф как бы подвернул ногу и упал. Остальные беглецы остановились помочь, и в этот момент их нагнали всадники. Окружив сбившихся в кучу перепуганных девиц и богато одетого мужчину, всадники остановились. Один из них, окинув жадным взглядом девиц, которые в немом страхе закрывали лицо руками, рыдали и скулили, улыбнулся и спрыгнул с коня. «Ах, какой красивый женщин попался! Милая, зачем прячешь личико? Не бойся, мы тебя не обидим. Только и ты меня не обижай!» Всадники заржали наглым хохотом, и еще половина спрыгнула с коней в предвкушении легкой добычи. Марик упал на колени и сложил руки в мольбе и на коверканном старославянском возопил: «Благородные господа, только не убивайте! Я богатый человек, за меня моя родня выкуп даст! Только не убивайте!» Еще пару ордынцев спешились и стали привязывать коней. Они видели, что никакого сопротивления нету, а значит, можно позабавиться. Первый монгол уже вовсю начал лапать Милоша за всякое, теребя платье. «Девушка, зачем отворачиваешься? Покажи, какой ты красивый, я тоже красивый. Я как тебя увидел, сразу полюбил». Рукой похотливо обнял талию Милоша. «Стойте!» Все ордынцы обратились на голос. «И я, благородный странствующий рыцарь, защищу этих прекрасных дев!» Это Генри вышел из укрытия, видя, что еще немного, и его оруженосца лишат невинности. В полном доспехе он выглядел внушительно. На голове блестящий бацинет, на груди панцирь с пластинами на немецкий манер и латные руки и ноги, сверкающие на солнце. «Я дал клятву Господу Богу защищать слабых и угнетенных, и не дам в обиду этих милых созданий». В детстве Генри читал легенды про таких напыщенных и придурковатых рыцарьков. «Во имя Иисуса Христа отриньте ваши греховные желания и помолитесь со мной о прощении. Уверяю тебя, мой сарацинский друг, даже твой Аллах не простит тебе того, что ты замыслил». Паскудно улыбаясь, Генри, привлекая внимание всей банды, вынул длинный полтораручный меч из ножен и отбросил их в сторону. «А чё ты такой смелый и один совсем?» Самый любвеобильный ордынец остановил свои поглаживания и улыбнулся. «Какая обида! Посмотри, ей даже нравится! У нас тут любовь, а ты мешаешь! На все воля Господа, так вы, христиане, рассказываете! А воля твоего Господа в том, что мы тебя отправим на тот свет!» Двое разбойников, что были еще верхом, одновременно подскакали на него. Генри знал, что конь не попрет на человека, если видит его, поэтому, пригнувшись от удара дубиной в голову, хладнокровно рубанул коня по ногам. Животное страшно закричало и, завалившись на бок, кубарем покатилось дальше, скинув всадника. Коня было жаль, но пройденные 2 войны научили его, что благородства не бывает среди грязи и крови. Тем временем рука ордынца похотливо скользнула в промежность к Милошу. Первым его удивлением было то, что там было не совсем, чего он ожидал, а вторым то, что между ног Милоша на землю выпал одноручный топор. Далее все завертелось намного динамичнее. Пока горе-насильник ошарашенно пытался понять, что вообще произошло, Милош схватил руками за шею обидчика и со всей дури врезал лбом в нос неудачливому любовнику. Сопли и кровь брызнули во все стороны. Марик, стоя на коленях, выхватил из рукава кинжал и начал быстрыми ударами пронзать внутреннюю часть бедра ближайшего противника, распахнув край восточного халата. Несколько басурман кинулись к коням, смешно перебирая выгнутыми ногами от конной жизни. Щелкнули арбалеты, и болты с шипением вошли в плечо и бок одного из беглецов.
Ловушка захлопнулась. Из засады весь отряд ринулся на противника. Вопли и стоны вперемешку с лязганием оружия отдавались эхом в холмах. Оставшийся всадник неожиданно хладнокровно, не поддавшись общей панике, выхватил аркан и ловко накинул его на шею Генри. Веревка оплелась вокруг кольчужной бармицы Бацинета, и всадник рывком повалил Генри на землю. Конь рванул с места и потащил его по земле метров 10. Так, наверное, и дальше бы тащил, но шлем слетел с головы, немного оглушенный Генри увидел, как монгол достал короткий изогнутый лук и потянулся за стрелами. Но пролетающие с шипением арбалетные болты напугали коня и заставили всадника передумать. «Вероломный шакал! Я родич самого Байран-хана! До конца этого дня ты и твои трусливые шавки будете висеть на деревьях!» И, выкрикивая проклятие на своем наречии, он, петляя от стрелков, умчался за холмы. Генри, вставая, оценивал ситуацию. 4 коней, привязанные ордынцами, так и остались на поляне. Остальные в страхе разбежались. Трупы степняков, залитые кровью, бездвижно лежали на земле. Марек аккуратно снимал с себя богатый камзол. «Господин, я вашу одежду даже не запачкал!» Вроде в шутку кинул старый сержант, но в глазах читалась леденящая напряженность от пережитого боя. Милош, весь в кровище, неуклюже поднимался, путаясь в разорванном платье. В руке сжимал как кастет бородатый топор, который только вытащил из черепа своего мертвого ухажера. «Господин Генри!» — Милош обратился к рыцарю. «Я уж думал, до непотребства дойдет! Ну разве ж не видно, что я не девка никакая? Ну вблизи-то точно видно!» «Милош, для этих озабоченных ублюдков даже такая херовая девка, как ты, сойдет. Парни, слышали? Мы тут не одни. Живо на телегу, коней забираем и в путь. Если верить Брониславу, за тем лесом уже вдали Киев видно. До вечера будем в безопасности за стенами, если поспешим». Арбалетчики, спешно подбирая болты, грузились на телегу. Генри подобрал выкинутые ножны и неуклюже вскарабкался на низкорослого коня. На нем было не очень привычное восточное седло. Погрузив на телегу 3 раненых, отряд спешно двинулся в сторону Киева. Проскакав галопом несколько верст, Генри выругался. «Сакра! Ежиш Мария!» Сквозь зубы процедил Генри на чешский манер. «Бацинет-то мой так и остался лежать там, куда меня этот сарацин утащил веревкой». Он оглянулся назад. Но не возвращаться же за ним. Наверняка скоро погоня будет. Махнув рукой на свой шлем, купленный у итальянских мастеров, он продолжил свой путь. А Бацинет так и остался лежать в траве, а недалеко от него отстегнутое забрало, которое в попыхах потерял оруженосец. Поколения сменяли поколения, границы держав появлялись и исчезали. Прошли столетия, а шлем так и остался лежать в земле, там, где его потерял неизвестный рыцарь. И как на самом деле он был потерян, мы с вами не узнаем. А рассказ — это всего лишь фантазия, не претендующая на историческую достоверность. И если вам нравится такой формат видео, то я буду благодарен вам за лайки и подписку. Во время Второй мировой войны рядом с этим местом проходили сражения, ведь это Букринский плацдарм. А много лет спустя, извлекая старый снаряд, кто-то из МЧС случайно нашел этот шлем. Теперь он в коллекции Евгения Гридунова, и его можно увидеть на выставках. Уникальность находки в том, что в нашем представлении укоренился образ людей и доспехов земель киевских исключительно как Русь лаптевая, со своими кольчугами и сфероконическими шлемами, или забитая провинция Польско-Литовского королевства. Но судя по неоднократным находкам, сюда часто ездили европейские купцы, шла торговля и обмен товарами. Конечно, не все поголовно ходили в европейских доспехах, но какая-то часть их сюда завозилась, а, например, мечей европейского типа найдено действительно много на территории Украины. Это также подтверждается коллекцией Гридунова. Обычно этой части истории не уделяется достаточного внимания в школьных образовательных программах, поэтому представление о том, как жили люди 14 и 15 веков на территории современной Украины, вызывает много вопросов. Ну а на этом все. Спасибо за ваши просмотры, лайки и подписки, и до следующих видео.